Друзья, всем привет, доброе утро, с вами Слава Артист, вы на канале Team Spirit, и сегодня мы начинаем свой путь на ESL One Bangkok. У нас сегодня две игры, первая против Falcons, вторая против Na'Vi. Сейчас я направляюсь к парням, посмотрим, как у них дела, как настрой, готовы ли они сегодня показывать первоклассную доту. Let's go! Доброе утро! Вот они, лучшие дотеры. С самого утра чел не спал, судя по виду, да, бро? А ты чё, вот, ну, просто вопрос, да? Так я уже сыграл. Сосал пару игр? Так, 3 героя в миде. Ну, на самом деле, просто отдаем Малику ММР, чтобы он не титовал. Чтобы мне сугубо похуй на ПТС уже 10 тысяч лет. Ну да. Я же то, что хотел апнуть, типа, похуй. Да, ММР is just a number, так легенды говорили. А чё, ты решил все? Ты достиг предела? Он достиг предела мастерства. Мы АФК стали на 10-й минуте. Малику достаточно такой победы. Ну, тебе вопросов почти нет. На Primal Beast распетляешь как-нибудь, да? Вообще, да? Не шарю. На Primal Beast не будет играть. Так я же специально в влог говорю, что ну, ты что, дурак вообще, что ли? Чтобы люди банили против нас, они смотрят наши влоги, такие, о, Primal Beast, ну его в ман. Реально? Конечно, это mind game, да? So good. Все, ребята сейчас будут готовиться, тренироваться, вот. И после мы отправляемся на арену, можно сказать, и будем играть. Если мы проиграем, вы знаете, кто виноват. Если вы проиграем, кто виноват? Да все знают, кто виноват, если мы проиграем. Ну да. А почему на меня? Да вы знаете все, кто виноват. Виновен всегда один. Не я. Не я же? Да нет. Ты главный виновник всегда. Ну, кстати, да, факт. What's your pre-game ritual? What do you do to warm up for a match? Your match is at 12, it's like 10 something right now. What are you going to do in the next hour? I mean, try to play pub and watch some games of the team we play. So just basic. Would you double down in that pub? No, double down. I hate double down. You never double down. No. I don't use. Извини, never double down? Never double down. Нет, факт, never double down. Ты реально никогда не давишь вообще? Ну да, я давлю только если по миду кто-то фидить идет. Не, ну блять. Нет, ну только тогда. Сейчас буду разминать молодого, вот этого парня, перед игрой. Буду показывать ему мастер-класс. Вот мой любимый герой, кстати. Я уверен, если ты выиграешь Вот. меня в такой типе. Вот мой любимый герой, да. Слава, подайся. Слава, подайся. Если что, я на Пускаре играю третий раз. Если что, я третий раз на Пускаре играю. Там просто вешку нажимаешь и все. Вообще тут стоп решает. А? Стоп решает. Я застоплю профессионально. Кстати, ебать, вы чё? А почему на Слава как замена мид не написано? Ёбаный ты. Все, не стоит, проебал. Да ты меня... Да, Слава. Не надо подождать. Вот Ранжа добить, если его поставить. Нормально все будет. Первый качай. Третий. Все, и жди танка. Ты разъебешь на третий. Твой Power Spike третий уже. Даже похуй, что ты как хуесос сыграл. Шатно еще быть ее нахуй. Мне невозможно на 100 миллионов играть. А у него нет на правую кнопку. Он не может донать. А как Эрик с таким настройками играет? Ну, это нормально. Слава играет, все, спалился. Он right-клик нажимает на крипофе, Да, а как вы делаете? через А. Можешь проверить? Нет, не бей до конца. На реку все нажимай, стик на реку. Стик. Второй, жми на нее. Один! Один! Хорошо, байбек и крипом фармим. И ты переиграешь. ТП. Все, ты сейчас фармить будешь. Все, ты сейчас всю пачку полутаешь. Фармить главное. Блять, Слава даже меня вот не своими настройками, с такой со своей идет. Не в того кидал. Ну хорошая попытка от Мипошки была. А, Ярик заруинил. Спасибо за игру. Не, ну Слава красавчик, потому что она не стала лоном кильтовать. Нам уже... На самом деле специально проиграл. Ну да, типа, ты прям хорошо двигался. Oh, that's much juicier. And yeah, they force out the egg and immediately Pop's ulti takes him down. I mean, oh man, now looking for more, hoping to find him. Boundless Strike comes out. He's in trouble though. Oh, wait. Oh, that's Jet's gem down. Got a little bit too big Alright. for his britches. I mean, that's- Trying to kill off Crick. Can they do enough there in time? Laurel throws it out. Does have another Boundless in a bit, but it's going to be too late. Immediately there for the Hex, and Miposhka, he's caught, but they've caught the bigger target. Can they bring down a more BKB reaction? And now the turn, they have to get out of there.
Malik has gone all the way in to try and control this Wraith King. Turns around, pulverize, not gonna happen. Oh, he can't even get it. That's 2 dead. And yeah, the BKB jump in, trying to find that back line. Can they do it? Rue is there. They find Malrine, try and kill him off. Is he dead? Is he gonna fall? The heals, it's way too much. Malrine survives, but eventually gets brought down. Now Satanic is gonna go down as well. That is going to be game number 1 into the hands of Falcon. Да просто, ну блин, ну когда он старый гема умер, это вообще ключ. Просто уже такой фигни нельзя, не надо допускать. По драфту, я думаю, у вас было очень Просто легко. окей, просто окей. У них окей, у нас окей. Да. Знаешь, какой еще момент очень важный? Когда вы на варде около нашего тавера нафидели по одному. Сначала ты, потом и он. Играл на слаг. Почему не в слаг первый пойти? Так мы его дождались, а там просто так одновременно дошли. Мы одновременно разрывились, и они направили. Не, ну драфт мне нравится. Там вы просто не так реализовали. Я играл в пул 50 на 50. Кто лучше нападет, найдет драку. Но нам как будто должно быть намного проще найти драку, ребят. Ну да. У нас сларк, у них ничего не сларк. Мы просто не нашли драку. Но вот еще у нас драка, где мы смакуемся с топом в наш лес. Почему у нас белка бежит первая, типа, поставить вард? Отдайте вард сларку просто, пусть она это сделает. Зачем тебе так вынести позицию? Если белка у вас не должна быть так далеко. У вас же все герои должны быть вместе, и сларк впереди. Вот вы даже встретили по этого крестола, но вы же реально можете его убить вместе. Ну, любого героя называется. Они не могут даже спасти никак. А получается так, что драка начинается с того, что белка просто во врагах, отзоненная бритстелбэком. И Праймал еще идет помогать. И Праймал бежит помогать, и нам пизда. Это не очень. И мы въебали игру. Если мы на этом моменте проиграли, по-моему, 5000, ну, парни, драки, я не думаю, что мы слабее, чем они вообще. И мы отдаем Роша из-за этого. Это просто одна драка. Если мы выигрываем, ты наверняка забираешь Аегис, и Агоним, у тебя просто форс топ-1, Сларк с Аегисом, мы что хотим делать. Scary, big moment right now. How quickly can they get here, and how low is Roche? Only about 20% of his HP off. Satanic is still showing. Malrine, they immediately catch him there. Now Doom looking for an opening. They find one. The lasso already used. Satanic is trying to hit out there, but now the fight has gone terribly wrong. They buy back immediately onto Malik, but he's already used the arena. Now Crit getting hit. They have enough to bring down that Lina. No buyback on her. Snake King, he doesn't have anywhere left to go. Is the supports dead enough for Team Spirit to secure this Roche? It looks like it. I mean, Amar did take down Rue in the back line. And now look, they find another. Malrine goes down too. None of these heroes have buyback. Alex doomed. He TP's out with BKB, but the lasso is there. Now Laurel drops it down. Wukong's command. How much damage do they have in the tank? Malrine pops BKB, tries to run down. They take down the Mars, does have buyback. That's BKB's used too. They're thinking about chasing. Satanic, he's kind of in no man's land, but he turns to fight, to punch on his Skinner, but the stun is there. Do they have anybody to help him? Satanic pops it, Stone Gaze out. Now the fight off to the side. Laurel taking on Malrine's Amar. dead. They Snake take King's out dead. Snake King. Amar, they have anything to break his? Yes, they do. Manage to find him, manage to kill him. Oposhka barely surviving through that. 3 for 1. Oh my god, the TP back. Wait, they might cancel that though. Wait, Satanic, he goes all the way in. Lasso down. What is happening? Why did you do that, Satanic? Oh no, not like this. Dropping not just the ball, but the whole court. Amar moves in. Now he's going to start punching Laurel in the face, but the heals are out and the heals are good. They have enough. They're still chasing Amar. They're trying to kill Snake King. Is it gonna be enough? Maposhka's there. Maposhka gets punched. Look at Amar. The heart is too good. Snake King Dude, lives. he's taking no damage on Amar. Look at him just beat the crap out of everybody. Amar, the triple kill. Amar doesn't stop. Look at this madman go as the punches, they just keep coming. Опять же, все как будто на равных плюс-минус. Игра была в нуле. Но мы еще потом, несмотря на эти две вышки, Но вот решение подраться после мертвого Т2, когда Медузе не прилетела бабочка в Аегис, это было очень странно. Это не было. На Т2 в миде. Ты умер, тебе прилетел флейк, а у тебя уже 500 мана, и ты умер просто. Когда вывезли просто этого? Да, когда Медузу просто вывезли. Парни, у нас просто миллиард кнопок. Если мы принимаем драку на своем тавере, где Медуза там будет, кто-то должен быть готов. Это же то же самое, что нам нужно, когда вот мы обсуждали, да, если мы забираем Рошана, нам нужно, когда мы отпушиваем линии опасные, нам нужно сейвить героя. Но вот то же самое, Алан, если ты летишь на Медузе, за тобой должен быть герой. Игра поможет. У них ни одного 0 файра нет, они не убьют тебя просто.
просто дикрип и все, она не умрет. И у Медузы есть бэкбэк. Ну, да, позиция на нашей базе. Она же на нашей базе умерла. Надо, чтобы мы все готовы. Ну, вместе. Надо вместе. Не, у нас хороший драфт в обеих было. Ну, бля, если бы хуёво были бы, не играли. Ну, не было игра. Не было ощущения, что можно выиграть. Вот так даже. Хорошо сыграли. Вот просто где-то не хватает чуть-чуть выдержки, либо фокуса, чтобы быть готовыми ответить и все. Спокойно могли эту игру выиграть. Да, Так что окей, сейчас будет Нави, другая игра совсем будет. Да, другие еще можно будет. That doesn't feel great as we move once again onto the Templar Assassin. Sanctity just getting so low and will be losing his life. Nice tornado. Yeah, great catches. That'll set them up for QBFY. It'll be the second death in the middle lane. You go from one highlight to another and they're dead. It's going to be Shad dead again in the middle lane. I thought it might be able to get Shad out of there, but no, once again, just nothing. Oh my god, what happened to QBFY? Love the confidence. See if they somehow AC as well. Look at that attack speed, it's ridiculous. Look at that amount of damage coming out of this Medusa right now. They're just dead. QBFY and Sanctity can't do a damn thing. No buybacks available. GG is called. Game number 1. It's quick, it's convincing, and it's clean from Team Spirit. Значит, так просто было, братик. Как-то заурядно. Как-то скучновато смотреть было. Веселее, когда мы проигрываем. Нет, конечно. Как-то ты не добавил эпичности, понимаешь, в игру. Да что, это легко. Ну там все мы грамотно сделали. Новые линии выиграли, дальше уже как-то по накатанной пошло. Ты доволен? Там уже легко. Конечно. У тебя неплохо, это 10 тысяч было там в конце игры. Нормально. Ну, я решил забрать все киллы. Да, я видел даблкилл в миду, там сюда-сюда. Да, у нас монетка не апается, Рошан не апается. Это надо привыкнуть уже. Руны нормально не спавнятся. Максимально. Это уже, да. Хардмод. Сожрал Нави. Боти подвалил челик. Манту отправил, а это не манта. Это он вести... Как Миракл, да, в лучшие годы? Нет, ну просто с Медузой, на самом деле, это даже не очевидно. Пиздец у него на Нави вначале пошло жестко. Как он с молдом стоит. Он через другой аспект. Он типа нажимает мелд крипа, все и он мелдом молдинает. Показывал крипа ты забрал. И меняешь. Это жесткая тема. Ну там крипа не добить, как народ волна. Ну это, у него 30-я волна. А я потом все хуёво остался. Он что-то ошибся, и он вообще без крипа. Ему не с кем играть. Друзья, отправляюсь на вторую карту. Как вам эта первая карта? Очень легко было по ощущениям. Ну да, с Нави. Хорошо. С Нави хорошо было. А если бы у нас первая игра была с Нави, плюс Фальконс? Не думаю. Ничего не поменялось? Не думаю, чтобы что-то поменялось. Просто с Нави мы не умирали. То есть они играют так, что они позволяют нам не умирать. По сути, обе игры с Falcons, учитывая, что в моем понимании, ну, наш драфт был лучше. То есть тот же Амар на Бресте играл в 5 контрпиков, типа, да, ну и Амар в какой-то нереальной сисечной зоне. Вот. Но в целом обе игры у нас были с Falcons довольно равные, и они просто закончились из-за наших ошибок очень быстро, что первая, что вторая карта. Мы просто ошибались. А Falcons нас наказывали. Нави нас не наказывали за это. Ну, в целом мы ошибались меньше, но, опять же, ты ошибаешься ровно столько, сколько тебе позволяет твой соперник. Перемещаемся на вторую карту. Play that loud to BKB and they're trying to terrorize the high ground, doesn't connect. Again, Yeah, the they arena. always try and go for their wisdom rune. That ain't gonna happen. And yeah, they are fighting without all their tools in the toolbox right now, and that means it's gonna get very awkward very quickly. Boom's just gonna lose his life. Ravage coming down onto two of the BKB's out from Shad as he uses that Requiem, but it ain't gonna do a whole lot, especially with the song there to interrupt it as well. So just every ult he used to try and run away, and they're gonna get what, one hero away? No, Satanic was Shad. Oh my god. Satanic, madman. Going for the SF kill as the rest of the team deals with Kaori. No, he's in the fountain. You can't kill him here. Oh my god, that's so rude. They will get the spear back into the fountain. Satanic going for the deep dive and the tip comes out. Oh, reel him in, get him back in. Oh, okay. Oh. No, maybe not play. Yo, hype cast it for the clip, man. Hype, you know, when they do the highlight package, so the spirit looks like it's really good. Go. Yeah, okay. Shad trying to defend here with the ultimate, but it's just not enough. Lal doing way too much damage. Get through one, gets too soon. And that will be the end of the game. Зачем ты говоришь под фонтан 2 раза за игру? Зачем? Нет, ответь серьезно, зачем? Только не надо говорить, мне эту игру невозможно было проебать. Первое, скажешь, а второе, типа, да, скучно было. Так что из двух было? Тебе скучно или ты игру невозможно проебать? Первый, а когда первый?
Он ребенок, его нельзя бить, понимаешь? Вот будет 18, Алан, я буду прессу проверять каждый раз после такой игры. Не надо так делать, не надо. Я становлюсь злым и не контролирую. Могу Ярика бить за это. Тебе приятно, чтобы Ярика били за тебя? Вот именно что. Белочка? Любимая белочка? Белочка на месте. Вот он, профессиональный Лина плеер. Вот он. Спасибо. Не, неплохо. Ну, изи было. Ну да. Ну, да, драфт, полудрафт, по сути. Слабый пик у врагов. Ну и ленивый. Да, линии уже разъебали и все. Ну, земля средний пик. Они панга забанили сами. Вроде, да? Да. Там панга нельзя было банить. Почему? Хотели взять его сами? Ну, да. А что, они банили панга? Реально забанили панга? Реально панга забанили? Реально банили панга? Охуеть, они панга банили. Вы все, ребята, в курсе? Панга банили. Какой Я число у знаю, нас? я знаю. У нас план идти играть в КВ. Через 20 минут. Реально? Да. У парней вообще ни отдыха, ни продыха, правильно? Как просили, получите. Не, Бо-2. Но еще 2 это слишком много. Бо-2. А потом паблики, правильно, ребят? Потом паблики, еще 5 штук перед сном. Потом еще готовится к завтрашнему дню. К завтрашнему дню готов. Ну, обычно они все сливаются, один Ярик готовится. Ярик легенда. Ярик легенда, конечно. А ты что сливаешься? На самом деле Ярик не Всё, готовится. с подготовки. Нахуй мне надо там быть. Вот так вот. Вот так вот, видите? Видите? Строго. Похуй Строго. Никогда на подготовке не бывает, если мне надо это делать. А там помочь советом каким-то. Не, если спросят, ты поможешь. То есть, если они не спрашивают, значит помощь не нужна. Все. Ну, как бы работаем в этом темпе. Ребята, у нас тут перерыв между праками. Я выцепил Дмитрия, чтобы он рассказал нам, чем питаются настоящие про-игроки. У нас вот Дмитрий, я знаю. Макароны домашние. Отварные. Отварные макароны трубочкой из пятерочки за 15 рублей пачка. Шашлычок. Ну, это шашлычок, это типа курица в каком-то соусе. И стейк, да? Правильно, Димон? Ну да. Ну, стандартная Мясо нужно история. кушать. Как же без мяса? Сколько здесь калорий, Димон? Слушай, я что? Похож на человека, который считает калории. Вот. Вообще в целом хавка здесь не. Хавка здесь в целом окей. Типа, ну, я всегда ем одно и то же. Тут есть рис, макароны и картофель. Все. И добавляешь просто вот как гарнир берешь любой из этих блюд, а дальше докидываешь мяска. Вот для сладкоежек тут, наверное, прикольно. Хотя ладно, тоже. Ты же сладкоежка, Я? Ну, Чего ты взял? Ну, чуть-чуть. Или нет? Это ты самый главный сладкоежка. Это я самый Каждый турнир. Я не ем 2 месяца сладкое, потому что какие Да Ярик вкусные, меня самые заставляет. вкусные. Ну что Ну здесь смотри, вот это топовое? имбулечка точно. Я уверена, Ярик бы тоже сказал, что это имбулечка. Всё, что Орехи, Ярику шоколад. нравится. В принципе, да. Вареная сбуха бы еще идеально бы был. Из макарон, но мне кажется, вот этот будет. Ничего такого вкусненький. Ого! Остаешься с ней? Привет, друг. Как так получается, что ты 2-0 идешь моих друзей? Вал виноват. По базе. Все, спасибо, друг. Короче, выбора здесь немного, но он есть. И в принципе вкусно. В принципе вкусно. По 10-балле, наверное, Руся поставит 8, да? Да, да. О, как и угадал. Блин. Я бы тоже Потому что поставил 8. смотри, ну что самое главное, мясо есть, овощи есть, рыба есть. То есть, Мы все закрыли. Ну да, да, базово. Друзья, вот и подходит наш день к концу. Мы заканчиваем его 2-2. В принципе, неплохо и нехорошо. Рядом со мной Алан. У меня, в принципе, будет вопрос только про Фальконс, потому что с нами там все минус базово понятно. Что вообще пошло не так, потому что по драфтам как будто все было окей. То есть, да, в чем были ошибки? Я Расскажи. просто сыграл как мусор, вот и все. Ну нет, это же вся команда проигрывает, не только ты, верно? В первой игре ты играл, ну, нормальный, да и второй тоже, там, просто ТП неудачное. Не, ну серьезно, вот что, это просто были мисплеи какие-то? Или что? Да, я просто руинил. Но, а как? В чем ошибся? Ну, на Старке 2 смерти, на Медузе. Ну, у меня просто мышка. Траблы с мышкой были на линии, непонятная. Ну, а потом я просто типа плохое нажал, и все. А какие выводы были сделаны после этой игры? Лично вот у тебя? У меня сегодня какой-то неудачный день был. А. Ну, все. Не с той ноги Не знаю. встал? Ну да, я много ошибался сегодня. В самом-то, я думаю, я эти ошибки не особо допускаю. Ты сильно расстроился вообще? Да нет, не особо. Нормально? Да, да. Ну все, Группа не рефери. Ребята сейчас пойдут играть в паблике. Алан будет тренироваться, чтобы показать завтра лучшую игру свою. Будем надеяться, будем верить. Конечно. Все, мы с вами заканчиваем. Увидимся завтра. Завтра у нас игра против Aulus и Shopify Rebellion. Друзья, доброе утро. Сегодня начну свой день самым красивым человеком в истории мира. Вот.
А угадайте, кто? Правильно, Дениска. Дениска, как у тебя дела, как ты настроение? Выспался ты? Вообще чувствуешь себя прекрасно, мне кажется, да? Да. Потому что, ну, самые красивые люди не могут чувствовать себя плохо. Сейчас хорошо себя очень чувствую, да. Сегодня играем против Owls первую игру. Owls, они не так перемещаются по карте, как Falcons, то есть у них нет ранней агрессии, все такого нету. Вам комфортнее против такой играть будет? Всегда удобнее играть, когда враги тебя не прежерят, особенно когда у тебя покачаться люди любят в целом. Ну, это нормально, вот. Ну, думаю, для нас всегда это плюс, если нам дают фармить. Вот. То есть ждем пик твоей силы, ты выходишь на линии и убиваешь всех, правильно? Ну да, или Алан. Или Алан. На ком-нибудь, на Медузе. А ты на линии? Ну вот непонятно, что с Линой будет, непонятно. Думаешь, забанят? Нет, мы тоже можем, может быть, будем ее где-то банить, потому что она тоже играет. Ну посмотрим, ну скорее всего, я не знаю, как там готовились. Если у врагов будет Лина, я буду лично недоволен. Сейчас перемещаемся уже совсем скоро на арену. Ну, мини-арена такая у нас там, да, групп-стейдж. Вот, и будем играть против Авалус, да, показывать свой мастер-класс. Бывших твоих тиммейтов буду играть, относительно. Твоих бывших тиммейтов? Ну да. Ну, расскажи-ка, ну-ка. Ну, Санайка. Ты много с ним играл в ББ? Ну, нормально. Какие у него привычки есть такие? Привычки? Иногда такой, любит какую-то хуйню сказать, непонятно. Он типа серьезный очень человек, но иногда какую-то шутку может скинуть, это типа смешно выглядит. Да, да, то есть вот он вроде сам по себе серьезный, но типа какую-то хуйню скажет смешно, и такой, ебать, смешно. Ну, от него не ожидаешь, знаешь, что он что-то смешное такое скажет. А сейчас у тебя есть такой в команде человечек? Человек такой? Ну, смешно скажет что-то. Да, я всегда. Ты? Топ-джокс. То есть ты перенял у него фишку? Топ-джокс in the world. Че, Алан, запускай паблик. Кто не сыграет паблик, тому пизда. Я не шучу. А у нас есть штрафы, да, какие-то? У нас есть охуевшие штрафы за это. Когда вы к этому пришли вообще? То, что паблик должен обязательно перед игрой? Ну, вообще не Давно? обязательно, если это имеет значение. Ну, то есть я готов, у нас всегда есть нормально, короче. Если человек не высыпается, или у него проблемы, или он реально должен там готовиться очень долго. Нет никаких проблем в том, чтобы человек сказал, там, я Overthrow сыграю, или просто не сыграю. On the road. How are you? Hello, my friend. How you doing? Oh, that's kind of hard. Sorry, dude. I don't want to hurt you. What do you think about our game today? You're playing Avalos? Yes, the first one. That's gonna be hype. This is two of the hypest teams. It always goes late game with you guys. I think close game. What's with that? I don't. No, you got 2-0 easy. No problem. All of your games are close, dude. Yeah. I know. It's because we push, you know. This is the most clutch guy in the history of Dota right here. This What? What? Everybody thinks he's the nicest guy, but he's ruthless. He's a killer. He's a savage. No, I don't think so. No, he's maybe, not. maybe in the He's- game. he's Maybe, not. maybe in the game. Yeah. If he's on Enchantress, yeah, maybe. Or Hoodwink. Why do you only play green heroes? Treant, Hoodwink, Enchantress. No, probably like green. Because of color. Color money. yeah. Not looking amazing right now as he now moves in with his Diffusal Blade. They see Laurel right away. Can they get him? Yes, Leash already down. They've got a lot of control. Malik is nearby with the RP. Need to be prepared for this one in case there's a jump. Stormstormer is nearby too. Looking for it. Oh, he gets the interrupt before the chrono comes out. And they're holding Donald. Satanic. He's thinking about it, thinking about going. Deafening Blast, trying to get the Invoker out of here. Disarmed, running, backing. There it is. Chronosphere down, but immediate Donald! And it just sets up to connect on a Team Spirit instead! They get caught in the Chronosphere, killed off by their own team, and now Zibe on the hunt for Malik. The Sunstrike connects. The Magnus is dead. Scepter done, having the Orchid completed. If you take a big fight, they're in trouble. Stormstormer out. Satanic gets the jump. Now Smiley Knight looking for the hunt down, but catches onto both of them. What a Chronosphere, but Smiley Knight is no longer in it. Did he get pulled out? Oh, regardless, it doesn't matter. Yeah. Things looking rough. 2 dead already, and yeah. What about this one? This is a pretty nice start to it. Okay, well, maybe not. Oh, God. Oh, jeez. Runaway. Eki is immortal. This is good. We got Chase. Smiley Knight is off to the side. The Hex is there. The control. They need somebody to stop it. No, Satanic goes down too. Вот очень долго, просто долго. Да и ты достаешь хроно с 15 с БКБ, нажмут астрал. Так я не ставлю И хрон, всё. я не ставлю хрон, я играю Делейс. Ну тогда ты жмешь БКБ, правильно? В драке. Иначе ты понимаешь, как все умрешь. Да. Ну, так это... Ну ты просто ничего не делать, вот не знаю. Вот мне шмот.
Да не в Айдовере проблема. Войдет тоже проблема. Да, но проблема не... Там вообще керри не важно. И в итоге вот Спирит, когда вы делаете с миди, вот Спирит не 6-й. А вы там можете кого-то подъебать? Да не, мы же можем еще с Вайдом ТП таймдилейшн. Он же там один таймдилейшн вообще хуёвый. Да. Пока вот в треке как 6-го вы можете драться, до этого нет. Ну, точнее, после уже не мы проебались. А Пугна слишком див герой. Каждый раз мы обсуждаем Пугну, но просто не думаем, не рейтим ее. Хотя, ну, по винрейту и ТД герой всегда. Ну, хотя я не знаю, какой винрейт на турнире, но я не посмотрю. Это не важно. Мы же чувствуем так. Ну да, каждая игра просто ДБ заебала. Ой, не ДБ, Пугна. Немножко недооценили мы пик Пугны. Ну как, недооценили, забыли, и там появилась Пугна. То есть не совсем все пошло по плану. Вот, мы не смогли в моменте достаточно хорошо адаптироваться, понять, какие лучше баны дать. Ну и брали уже там, как чувствовали. Получилось, да, довольно жадно, у врагов получился очень хороший пик, у нас не очень хороший. Ну, типа, выиграть, может быть, можно было, но сложно было очень. Не хватило на времени на фармить шмотки. Ну и, короче, нас просто снесли до лита, надо еще было дожить, что враг, конечно, нам не дал сделать. А что можно было сделать лучше? Точно получше задрафтить, то есть вот для начала, как минимум, вот с этой Пугной получше посчитаться. Что очень много неправильных решений было в игре, то есть, вот, например, начиналось все с того, когда мы попробовали Магнус и Лич, я убить Сларка, чуть-чуть не получилось. Потом враги, просто понимая, что у нас нет таких двух больших долгих кулдаунов, ультимейтов, они пошли в нас. Там на тройке драка, к нам пришел Войд, мы как-то начали драться, в итоге, а драка-то что, куда мы там пошли-то, у нас ультов двух нет, то есть зафорсили себя в какую-то неправильную драку, плохо подрались, ну и все, и после этого уже у врагов пошел сноубол, мы не смогли нормально как-то найти момент, чтобы ответить, кнопки нажать, ну и, короче, проиграли. Oh wow, I actually didn't think they'd be able to kill this. Can they kill this? I don't think they can. Eki is dropping low. Oh no! No, this... Oh, Baboshka. Oh, hookshot hits. Yeah, that one hurts. Snakeo in some trouble. Drops down the static storm. Are they trying to fight this? Jump in, looking, boundless. Bounces forward. They also have the sniper in the area. Now they got the lasso. Vacuum wall onto two. Oh, but they are losing everybody. Laurel off to the side. They run in. They want to kill Laurel. He has BKB. Laurel stood his ground. Yeah, and they commit. Oh, jeez, man. And Stormstormer is also in trouble. That would, whoa, my goodness. What? Wrap around. Wait a minute now. This is a chance. BKB reaction. But Laurel, look at that illusion. Look at that little illusion. It's not hitting. It was not hitting. Oh, God. And there's Stormstormer dead. Laurel still alive as Smiling Knight backs away. The black hole onto nothing. Do they have anything else in the tank at all? No, they do not. Chosen for the Boundless, not where he needed it. Молодец, друг. Молодец, друг. Охуенно, Блэкхолл был последний. Я Тауэр отпел, дальше сами справляйтесь. Блэкхолл последний показательный ПМК. Он уверен был очень. Чё, как вам гамма, расскажите, пожалуйста, первое впечатление. Пожалуйста, очень интересно. Просто овердрафт был или что? Пикнул паков снайпера. Да, пикнут, челы пикают паков снайпера. А там еще и денчик на снайпере. А денчик на снайпере это жестко. Прикрывает. А еще мы берем Урсу, и они натурально даже не флексят своего МК до конца. Ну, я не знаю. Что они там еще взяли? А, Дизраптора, еще до этого до Дизраптора кого они взяли? Нюкс, Дарксир. Нет, Нюкс, Дарксир, да, они пакают. Вот у них пак. Ну, короче, все правильно говорит человек, ну, типа, я не знаю вообще, как они собирались играть. Вот Супер овердрафт, да, бро? Денчик такого не отпускает. Тебе как на Урсе поигралось? Комфортненько? Нормально. Да, это игра каждой Урсы вообще. Ну вообще да. Я мечтал, чтобы для каждой игра Урсы была макаку Ты просто. снес, Иван? Я, блядь, просто уничтожил. Но он тоже уничтожил. Какие вопросы? Я вообще не понял логики паков снайпера. Вообще не понял. Что Штормер показал свои огромные яйца. Показал, ну посмотрели. А вдруг разъебал? А потом убрал обратно. А если бы разъебал? Да невозможно. Ну это, бля, если бы разъебали вот они этим драфтом, можно было дисбандиться сразу после игры. Друзья, у нас небольшой перерыв между играми, минут 15-20. Вот ребята там отдохнули немножко. Вот сейчас играем против Shopify Rebellion. Дмитрий Корбан, чем отличается Shopify Rebellion от наших предыдущих соперников? Ну, тем, что у них оффлейнер играет на зоопарке и все. В принципе, ну, типа, ну да, у чела там 5 героев. Надо всех забанить? Если ты боишься Shopify Rebellion, в моем понимании, ну, можно сейчас домой в целом. Я боюсь. Тогда, Слав, собирай вещи и едь домой.
Чем интересен этот матч, так это тем, что это будет аниме-битва. Алана и его друга Мангёку. Да? Да? Посмотрим, кто сильнее. Вот того и возьмем. In comes the Earth Spirit off the roll at the mark, but gets the boulder kick into the Magnetize. Now it's going to be bouncing around to pretty much everyone. Satanic should tick down, but Yopaj, he's going to die for this. So it's a 1-for-2 as now Tomatoes here on the top side here will go ahead and morph into the Monkey King himself, but he is now 1v4. Has to wait for him back the other way. Boundless Strike comes out, but he's stuck inside the trees. Gets cut from Malik as well. Amaterasu now on the run, trying to make his way back to the tower, but it's not going to happen. 4 heroes. Oh, Yopaj gets pulled right on into the hands of the Dawnbreaker with the Harpoon. The Boundless Strike comes in as well as a Bushwhack. Can they finish the job? It looks like Satanic just going to walk on in. Doesn't care, tanking all of this damage thanks to the Aegis. And the Magnetize will not finish off the Dawnbreaker. Malik on a sliver of HP. Gets caught from the Ignite, and that's going to be enough to kill him, actually. Tries to survive with the Starbreaker, but it's not going to be enough. Now Meepo just throwing his clones on into the base. 5 dead on Shopify. Вот она, белочка, припевочка. Да, это вообще фришка. Красава, красава, красава. А чё не улыбаемся? А чё мы грустные? Да похоже. А чё мы грустные? На малдрафт такой, что ногами можно играть, победишь. Что с твоим другом произошло в моменте? 0-1 с стримом было? Да. Что случилось? Ты что-то... Ты просил ему залить или что? Да, тихо. А ты, Макака, 170 игр в паблике за последние 2 дня на Макаке. А, 170? Да, за последние 2 дня. Ну, если ты не играешь против задрота на МК, который Малярин хорошо играет на МК, и он просто пикает хороших героев против него. А человек, который не играет на МК, они даже... Они не знают, как против него играть, да? Они даже примерных героев. Ну, например, я бы на их месте, ну, типа... Конечно, ситуация уже хуевая, но надо бы им, конечно, по-другому сыграть. Ну, не сыграть пикнуть Квапу хотя бы, я не знаю, ну Лину, ну хоть что-то. Что типа не будет нихуя не делать. Любой рейндж хорошо постоит, думаю, в МК. Да тот же Пак при должном исполнении, хотя это сильный МК, Пака, наверное, отхибет. Кстати, на белке кайф на хоп бывает всегда. Стоят. На белке всегда на хоп бывает. Вот просто всегда. В любом пабе я просто иду, я Ятора 2 раза просто помню ебашу. Постоянно. Ятора? Я кто? Ямото. Ямото. Interrupt there from Rue, but Yopaj gets the BKB and the RP onto 2. He's going to pull him back into the mid area. Blood grenade actually being thrown to slow them up. Beastmaster trying to join the fight, but Yamato just chewing through these heroes as Yopaj not really all that worried. Amaterasu gets the BKB off, but it's too late for the Sunder. And now the damage is done. Satanic trying to hobble away as Malik goes in here on the Dawnbreaker, trying to find himself some space, but Yamato is too strong. Maposhka able to keep Satanic alive, but this Templar Assassin just way too strong. Oh, they got the real Terrorblade. The Blink Skewer pulls him back. Decrypt to buy him some space. Fire Blast is out. In comes the Beastmaster. He gets sundered. They get the kill. A trade 2 for 2. I think Shopify, they can get more out of this. They'll be happy, but it looks like it's going to be Malik to finish off the Muerta. Yopaj low up onto the high ground. In comes the BKB from the Magnus. The Skewer pulls him in. Rue, he's going to go down, but now Yamato falling low. He's out of mana. He's out of life, surrounded by the 2 heroes of Spirit. Seemingly unstoppable. Oh, nice Hex there from Rue. Can they finish off the Magnus in time? No, they just blink right on the backside. Satanic forced the BKB, trying to stand his ground, but it's just not happening. He gets a Sunder off onto Skem. In comes the Dawnbreaker, but she's just delivering herself to the other side. 5 dead on the side of Spirit. Да, я слабо в это верю тоже. Слишком надо дохуя. Просто надо овернетворс иметь. Да даже овернет. Да, тогда уже играть 2 БКБ контроля, ему уже пизда. Ну, типа он играет 1 кор, 2 БКБ контроля, если бы инвокеры. Такие все коры. Ну, инвокер еще нормально, но должна, не знаю, игра происходить. Да, я бегаю кого-то не было, так. С Shopify на самом деле получилось что-то схожее. Первая игра у нас вообще такой... Мы там отминали их просто и все. Да, жесткий аутдрафт получился, прям все четенько, легко. Вот, во второй уже плюс-минус, ну такие драфты. И у нас свои плюсы, и у них свои плюсы, но в совокупности все равно у них получилось чуть посильнее. Опять же, не совсем правильно мы в моменте зарейтили саппортов. Плюс там лана у врагов появилась такая, которую мы не до конца ожидали, но, как ни крути, она такая была, ну, хорошая в наших всех героев, которых мы взяли. Там, на самом деле, уже не оставалось
хороших прям героев. Все-таки Last Pick, баны враги сделали, плюс у врагов уже такой довольно хороший пик. У нас не такой хороший уже все-таки. Мы не смогли найти какого-то героя, который был бы лучше, чем ТБ. Плюс надо же еще понимать, чтобы игрок на нем себя достаточно комфортно и уверенно чувствовал. Вот. Взяли уже то, просто что осталось, но ТБ все-таки не совсем был хорош. У нас, по сути, был более темповый драфт, но начиная уже с нашего ТП Леона вниз, которое не совсем получилось эффективным. У нас немного порушились, как бы сказать, планы, которые мы изначально хотели реализовать. Надавить на Беста, там с Dawnbreaker потом еще раз где-то. Ну, как вот у нас против Нави получилось, у нас просто не получилось вновь так сыграть. В какой-то мере это вот из-за этой ТПшки, то есть как только они поняли, что Леон улетел в бот, они сразу начали давить легкую, потом еще под руны опыта пришли. Мы их там, конечно, убили, ответили, но как ни крути, Бист из-за этого все равно фрифармил. Не получилось у нас на него именно оказать нужное давление. Ну, а потом уже играли, как играли. Что-то придумать. Можно было мы пытались, там все много моментов на тоненького происходило, но опять же у врагов им просто легче было играть. Просто там катается, возит, они просто стакаются вместе. Ну и у них просто намного сильнее был тимфайт. Когда уже лет там рефрешер, это вообще забей, у нас просто не было шансов как будто. У нас был шанс только задавить их вначале, захватить какое-то преимущество и уже с преимуществом входить вот в этот лейт, чтобы у нас ТБ топ-1 утвор с отрывом, вот тогда еще шансы были. Но не думаю, что у нас там ТБ сильно отрывался, не хватало нам шмоток. Вот, и из-за этого, не получилось хорошо сыграть. Как вообще драфты сильно влияют вот, по процентному? Да, блин, 80%? Сильно, конечно. Ну что, вон, мы аутдрафтнули, без шансов вынесли, нас аутдрафтнули, нас без шансов. Ну, процентов 80 получается, да? Ну, много. Сначала решает драфт, скажем так. У кого драфт лучше, тому легче победить. Вот. Потом уже, если там драфты плюс-минус равные, там, конечно, уже много зависит от игровых моментов. Кто первый там нападет, кто первым захватит какую-то инициативу, кто лучше там вижен поставит, кто там подмит сыграет, там руны, не руны. Ну, короче, там уже куча факторов различных. А если драфт хуже, что можно сделать, например? Да, все зависит от ваших сильных сторон этого драфта как-нибудь. То есть вот у нас, опять же, был драфт немного хуже во второй против Shopify, но если мы там грамотно отыгрываем early game, раскачиваем нашего ТБ, немножко их Беста там опускаем где-то, на него выходы делаем какие-то, пытаемся его подловить, там где-то может троечку законтестить, стаки. Вот, но у нас ничего как бы не получилось, и все, там Бист был большой, у них там темп, у них Рошан, у них там все дела. Вот. Хотя, если мы, говорю, лучше обыгрываем начало, где-то этого Беста поддавливаем грамотно. Ну вот как против Нави. Вот против Нави у нас получилось, если там пересмотреть игру, мы там очень хорошо этого Беста продавили. У нас там, конечно, и драфт был получше, как ни крути, но вот именно та игра такая показательная была в том плане, как именно мы Беста хорошо смогли задушить. И он вообще ничего не сделал. И в этой игре мы могли попробовать сыграть как-то так схоже. Но, говорю, вот ТП Леона отдали из-за этого. А он там как бы еще и не нужен был. У них сразу развязались руки в топе, максимальное давление на Dawnbreaker, она еще вообще не близко шестая и так далее. Ну и вот. И потом они пошли на нашу экспируну, как я уже объяснил. Все, Беста опустили, потом уже не было просто возможности на него нормально выйти. Вот. А что у тебя за кофеек перед игрой? Секретное оружие? Раф на кокосовом? На альтернативном. На альтернативном молоке с ванильным сиропчиком я люблю. Чтобы цветочки были еще сверху чуть-чуть так. Да, это может как не то, что ваши бейт американо, там тройной экспресс, это все хуйня, пацаны. Надо именно ванильный рафчик. Уже топово. Вкусно, сладко, типа. Скажи, как вот этот Николай Василенко из Рилса. Прекрасный день сегодня, да? Я, наверное, так не смогу сказать. Чтобы так сказать, у меня должна быть моя нахуй Феррари, или что у него там, Порш. Я должен быть, блядь, лысым еще. И... Ты скажи. Это Малик Шаль. Я не смотрел. Попиваем сачок. Будь благодарен сегодняшнему дню. Я благодарен Богу. Солнце светит. Я благодарен Богу за то, что я сегодня встал. Хорошее настроение. Солнце улыбается тебе. Дарите добро. Сегодня солнышко на улице, так приятно. Солнце улыбается нам сегодня, друзья. Так приятно находиться с вами в этот прекрасный день. Ну все, нормально. Нормально? Очень плохая пародия. Спасибо. Давай. Дай камеру мне. Камеру дал. Ты же актер. Какой прекрасный день, друзья. Солнышко улыбается нам. Сегодня 2-0 выиграем. Бум. Прекрасный день, друзья. Прекрасный день. Вот так надо, понял? Денчик, ты размялся уже, я видел, да? Павлик сыграл свой? Я свой Павлик всегда сыграю. А, Дэн, а что это? А что это такое? Так открою Баунти Хантера и Абадана счета. Ребята, немножечко.
Там 0.5 Медуза была у меня кэрри. Да, Лина же не проигрывает вообще. Лина, да. Ну, моя Лина не проиграла. Так я и не проиграл. Я победил А, для ты себя. себя выиграл? Да, конечно. Как тайминг у меня Аганима. Что считаешь? Как? Нормально? 14 тысяч, а тут 12. Это конец игры, бро. Не важно. Так он не умеет считать просто. Зачем меня спрашивать? Давай я покажу тебе, как я затащил на ДК. Ты затащил на ДК? Четверки. Вот. Но это не важно. Как это? 2-24 чел ты играл? Не важно. Тут вот ДК соло снес. Ну ты что, Руби Керри был? Да, на самом деле там Руби Кэрри тоже фактор. Я признаюсь, он там вообще ебал тоже по жести. Вот прям как я. Что против Бум, скажешь мне? Про Бум немножко. Расскажи мне немножечко про Бум. В секрете какой-нибудь. Даже не знаю, кто там играет. А, тебе вот настолько, да, все равно, типа, про Ну, это играть? такая команда азиатская, за ней не слежу особо. Но я видел, она прежерит нормально так, кстати. Ну, они там просто бегут, да, как Да, 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 да. Ну, вот. Ты сможешь выстоять, бро? Я смогу. Точно? Смогут ли остальные? Ну, я в тебя верю, как в своего сына. Я буду сам не бежать. А, любая защита это, ну, типа, нападение, да? Ну, все. Любая защита это нападение, да. А что я сказал? Лучшая защита. Лучшая защита это нападение. Blade Mail out, moves in, wants to get him for the kill. Tim's waiting to the side. This is not working the way they wanted to at all. Now Tim's jumps in. They pop the Ravage. Malik's still low, but not dead I don't think yet. he dies. Yeah, this is really not the way that Boom wanted this to work at all. All right, Jackie's Satanic here. takes down Jay Welland. Yeah, Jackie showing up. Satanic's still alive. They lose 3. I don't think you can Ravage without Bristle next to you. Connects onto Rue, trying to kill him off. That was BKB used, and they're not going to get enough out of this. Team Spirit are just going to walk away. What about this Blink Ravage? Blink, Gush jumps in, wants it. Stun, is there? He didn't get the Ravage off, no! And now the RP onto 3! Oh, it's a catastrophe! Team Spirit, does he get greedy? Is it going to be punished? Ravage he just out. got a BKB Laurel, delivered. Avatos, no! The BKB delivered, and that's going to be dead Mac. It was actually Spirit that baited them into fight for their racks. GG is called 20. А нет, не так, у нас новая. Разъебу весь мир и разъебусь вместе с ним. Кто научил? Малик. Что по игре? Ну вот Уже сейчас Малик, трахнули, да? Малик скажет сейчас по игре. Ну-ка. Ну, разъебу весь мир, разъебусь вместе с ним. Не, раньше лучше. Ну, в игре, она когда сама идет, лучше выходит. Значит, в игре Сейчас, вайбик когда сложится. Это от души, это само должно. Не уважают, проебывают. Не уважают. Ярика тоже, блядь, уважаю. Так они пикнули 5 героев против чего. Меня то они поподъебывали. Но я не сдавался. Это показательно было. Мне кажется, Брисл Бэк это не прям контра Чена, потому что ты Солар и армор даешь, но не в 0 Да, урона. вот против Чена нет контры. Есть контра единственное, это его засноуболить. Потом у него всегда есть плюсы против Да. любых героев дать. РПшек хороших. Да, закончил, я да? думаю, они слишком сильно, так скажем, упороли, что надо задавить. Хотя у них хороший А у старт них был. мало Они- шансов уже было по-другому выиграть, не? Вообще в лейте, Они да. как будто в лейте вообще, да. Для Морфин очень free игра. И за это, скорее всего, они хотели очень ранних именно надавить. За это много мы ошибались, и мы наказывали хорошо. Да. И Рошана, там мы спейсили по карте, там байтили, чтобы на миде, на боте напали. Там Ярик с патрулем, вместе да. Там хорошо Самым. вышло. Потому что если они первый Рошан забирают, как будто игра делается, но исход как будто такой же остается. Не, ну до этого хорошо убили. РПшка идеальная была в боте. До худинг. Да, хорошо, когда убивали. Молодцы, идеально. Ну, хорошо. На самом деле это не просто на кнопки нажать, чтобы все идеально все закомбинили. Кто-то объебется, рэвидж не стоит. Да, и то. Мы сейчас не сказали, что я РП, там, и потом бушвак. Надо было сперва РП. Ну, короче, на подсознательном с Филом филинг получился. Ну да, ты ультовал, я такой думаю, бушвак он скорее всего. Он фул хочет забить, потом бушвак дать. Я так подумал. Короче, фил произошел. Zips in. Orchid, winner's curse, rarely seen but much appreciated. Then they go for the kill. Laurel jumps in, finds Tim's. Tim's dead. Silence onto Mac. That is a lot of stacks being built up. How much can you dodge, sir? Zip, zap, zoop, trying to survive. He's got 9 stacks on it. Silence came out. They have to back away. Tim's being healed up, gifted all the mana in the world, and actually survives through it. That's enough to pull Laurel way out here. Yeah, out of position and now in trouble. And
Well, they zip out. Malik, how you doing, sir? And there's even a curse, just in case. That's a nice hammer there. It'd be a shame if something were to happen to it as they find this Dawnbreaker. He actually goes in. They want to turn this one. Wait a minute, Satanic, no! But there it is, the winner's curse. They do not have what it takes to turn that one back around. Januel really being the difference maker in this game as Satanic goes down a triple kill for the Wyvern. He's getting those Huskar reps in. Satanic still holding out. They believe they can win this one possibly. Rue pulls in a couple there to the side. Satanic hiding, invisibility, invincibility. Throws out one hit and then jumps away. Now Malik on to Mac. The double M's. That's a godlike there for Jaggy. Satanic still holding on to hope, is gonna die Godlike immediately. Throne exposed and GG is finally called. Просто против Лана и ДБ залетать верно и все. Надо в дохе момент спасала. Да, и не тяжело. К тому же они и в мид могут выбежать. И там только если мы как-то этого шторма так выебем, что мы... Ну там самое важное подкату сломать. Я просто там затровил, когда глиф ебал, когда я его давил. На самом деле, вот если бы я под глиф катался, то может получиться. Друзья, так как у нас в Shopify Rebellion одинаковое количество очков, ребята будут играть 1 на 1. То есть наш мидер против мидера Shopify Rebellion. Либо не мидер. Сейчас парни решают, кто же из них будет все-таки играть. Либо Дэн, либо Алан. Я выживаю, конечно, но... Так, первый разыгрывочный, супер похуй. Первый разыгрывочный, непонятные правила. Все, играем теперь нормально, первый раз играли, все, теперь надо быстро. А, так работает? Да, да, первый раз. Я I'm sorry. Блять, тогда я зря, наверное, все ждал. Ебать! Нормально, нормально. Ебать, тебе повезло, нахуй, это пиздец. А, я еще ауру не качал. Нормально, нормально. Живем. У тебя, блядь, дэмэджа на 300 больше, чем у меня сейчас. Мне только на реаграх нужно выиграть. Да ебать, у тебя быстро это очко. Мне нужен сапог, и мы победимся с тобой. Иди нахуй. А что ты засамнил на Vision Coil? Давай, высоко. Ну нет, 7-го. Ебать, ты на прям победку играешь. Лютую есть еще. Я вообще! Как ты его убил, блядь, на первой минуте? Как ты убил на первой минуте, блядь? На колени, нахуй, перед владыкой Shadow Fiend. Next, нахуй, регаем сразу, блядь. Next игра, блядь. А вы играете Build 12 или что? Нет, первая не в счет, я же сказал. Так, он меня выебал на первой. Факт, да? Но сейчас я чуть-чуть размялся. Вторая игра. Я тебя выиграл уже. Так, первая вообще разыгрывочная была. Мне похуй. Давай еще одну. Build 3. Решай. Челси. Нет, Челси. Я не сун. Я просто выиграл уже. Нет, как ты выиграл? Ты же сейчас ебал мне? Да. Так, первая разыгрывочная была. Так не, первый разыгрывочный, сейчас 1-1. Вы еще с аспектами играли. Да, так мы вообще не с кем играли. Так это вообще фу не считается. Я правила не знал, билд не придумал, сейчас билд придумал. Чел пал нахуй сразу. Он сейчас фон включает, бро. Так и там музыки не будет, а он. Там музыки не будет, у нас чел проебет за 1 секунду. Нет! Не ори так. На колени, на колени. На колени перед владыкой, нахуй. А я так стою мид против него, нахуй, или что, пацаны? Все, ладно, я понял. Ну, блядь, первый койл вообще не дамажит. На самом деле, я, если бы знал, как раньше первого работает, тебе пизда была бы. На самом деле, я очень хуёво. Я как будто достала первым койлом до тебя. Ебать! Это опасно. Подожди. Все, я человек парень. Я просто человек парень. Блять, ну конечно не хватает нахуй 10 маны. Ты зря даешь бога камбэков. Вот это делаешь. Дай мне маны. Дай мне маны, мы с тобой поговорим. А, сука, ебаная, нахуй. Надо было преф ульту давать, будешь ты лох. Бля, если бы я ультанул, я бы его убил. Правило с манго это дрочь 20 минут, манго фласка. 20 минут ты стоишь, вот так дрочишь. Это типа, ну, это не геймплей. А вот тут реально решает чуть. Вот начало, пиздец. Ну вот смотрите, он лохом стал, но выиграет же. Не выиграет, я его выебу все равно. Тренис с мангой тогда. Ты даже в моменте не поймешь, что происходит. Порезко. Он выйдет с иллюзией, нахуй. Да не, я пойму. Он выйдет с ДД? Да, просто с ДД выходит. Пойдешь по-любому. Дэн пойдет. Мы Не, будем голосовать еще да, сейчас. все нормально, ребят, успокойтесь. Мы будем голосовать.
включился. Он именно крейсит лучше, да, в понимании лейнинга и т.д. Ну, там Ну ты пойдешь играть. Ну, чела просто чела переебут на манго и все. Его переебут на манго, капли еще будут. Он придет без стиков и т.д. Да, там челы уже с гранатой придут на первой пачке. Манго, граната, вот что по моим правилам? Так нет, я ко всему этому готов буду. К чему? Я про гранату сказал, ты даже не думал про гранату. Я знал, гранату я надо думаю, покупать. Я знаю, что про гранату. Друзья, все, у нас совсем скоро начинается матч one by one. Сатаник против Йопажа. Вот, у нас молодой готов, молодой размялся. Молодой, ты все, ты в форме? Что, покажешь мастер-класс? Конечно. Да? Конечно. Йопаж, насколько тебя сильнее, как ты думаешь? Ну, думаю, не настолько сильно. Думаешь, это будет легкая прогулка, правильно? Ну, нет. А насколько важно, что правила были твои соблюдены? Вот, без манго, без всей истории. Было бы круто, если бы мои правила соблюдены, потому что я больше, типа, на лосит рассчитываю. Угу. Ну, если он скажет, типа, гос манго играть, мне вообще все равно. Ты справишься? Ну да, я думаю, ну посмотрим. Ну, легче мне, конечно, будет на своих правилах играть. Они более на такие, мужских, мне кажется. на мужских. На мужских, конечно. Да, да. Манго любой может, просто бакала нажалуйся. Там Нигма, короче, либо Ликвид. Если выигрываешь, играешь Ликвид. Если проигрываешь, играешь с Нигмой. Ну я тогда... А они не хотят сделать, чтобы Кто выигрывает? кто победит, тот играет с Нигмой. Ну тот и Maybe it's выбирает. like better to do who won. He'll pick like someone. Yeah. Nigma Who or won? Liquid? Who won one on That one? actually makes sense. Like the winner chooses. Yeah. The winner. I mean, Pick. I'm okay with as a compromise. If you like. Так получилось, что Liquid выходит с 4-го места в группе, и тот, кто проигрывает, будет играть с Liquid, а тот, кто выигрывает, будет играть с Нигмой. Но мы, как и Shopify, хотим играть с Нигмой, поэтому кто выигрывает, тот выбирает, кого играть. Поэтому надо выигрывать и выбирать Нигму. I suggest no runes. No runes? Yeah, no mango, no grenade, no raindrops, and we don't take anything on level 1. No shadow rays, not anything. It's like old school, remember? Yeah, old school, like Yeah. yeah. And on level 2 you have passive and raises. I'd rather have a Shadow Race and Bingo. I'm fine like no Ray Drop, no Grenade. So mangas and raises, but no runes, no stopping. No block. No block. All good? All good? Good luck. Everyone agree? Yeah. Nice. Thank you very much. Yeah, thank you. Но он такой запуганный пришел, ты видел? Такой типа, бля, Алан, йоу. Fast. They're coming hard here. Battle on the river. Battle on the river. This is Yopaj Element. He wanted the mangoes. He's crowded him out. He now has control of the wave. He's going for the courier. Hits him with another raise. Is it courier or is it kill? Satanic. Oh, he misses the raise. Not like this. The medium range raise. Yopaj drops it. Sometimes you think so far outside the box, you put Бля, как же Red Face. it's a smaller box than you were in originally. Он чисто из-за слова пару тычек дает лишних. He's got the right idea here. Tower You gotta falling man up. soon. You gotta man up. Yopaj, he's got to go for it soon. He's just pot committed. Satanic. Сдался. Сдался. Ай-яй-яй. До 2 килов, пацаны. Это такая хуйня, что сделал. Yopaj. Yopaj, On the he brink. has to commit now. Use the Requiem, but the final hits. He missed. He missed the hits pill. there. Oh my god. What's happening? Like, somebody killed somebody. What? God, he's 20 HP. He finally dies. The dead. Ну, снесет. Ебать, это такой охуенный. Правильно, так охуенно. С таким аспектом. Но он просто всех. Это его путь. Он так знал, что выиграть и так без аспекта. Это Сигма мод. Это Сигма. Он случайно? Реально? А кому же случайно аспект забыл? Просто забыл. Аспект? Ты аспект специально взял такой? Аспект не на Кайлы был. Не на Кайлы был? Да! Ты давно его выиграл. Реально? Да. Ебать. Я думал, ты решил, что ты же лидер. Ты еще думаешь, да почему не замедляется? Я так сердце колотилось. Чё, ну я просто перелосил 15 минут. Думаю, понимаем, я? Там еще просто 10 минут пришлось садиться. Спасибо, что не вернул, а то сначала вернул, потом спросил. Красавчик, красавчик. Ты бы его вынес в 2 раза быстрее, если не в 3, если бы норм. То есть Кайлы замедляли. Мы еще после первых пачек начали пиздец переживать. А это там умирал там, если что. Ну просто потому что манго. Манго таскаем всю игру. Играем 25 минут, 1-1. Если у тебя был другой аспект, ты бы его снес здесь.
в игре не понял, что у тебя не тот аспект? Чё, еще Да, я клаку даже не купил понял. вообще. Блядь, я вообще, не знаю, так переживал. Реально? Клаку Да, купил. а мне, кстати, кажется, клак это норм. Потому что у меня вообще урона чуть не хватало. Он меня перебивал, когда у меня 4 брейсера, это вообще пиздец. Ну, на Кайлах, да. То есть ты его с Может, руки я пил. слишком очковал? Ну, ты в конце видел, ты его с руки просто пил, когда у тебя жалко Ну, илы. там Фалькон, там Драгонлэнс, там пиздец перелоситил я его. Выглядел, как будто ты сейчас его просто съешь просто, скушаешь. Так и произошло. И потом я на Faceit смотрю. И на первую пачку. На просто вот так сижу. И на первой пачке, да. В этом масштабе нельзя, реально. С Кайлами. Да. Надо рейзать первым. Ну я говорил, с Манго траете сыграть одну игру с Дэном? Я говорю, мы проебали. Другой фейс, на первой пачке я сразу вижу, что это не. Это много опыта надо, там одна игра, что может, конечно. А чё 20 минут ёбли просто? Ты видел? Аспект. Аспект, да. Но аспект, если бы потом порешал бы. Тигра Молдова. Ну, еще много чему есть подучиться. Не хватает чувства силы, да. То есть моментиками мог поддавить. Ну, поработаем в целом. То есть, ну как, ну вот ситуация, да, простец. Сотов больше, пачку просто ручки тыкаешь. Он тебе койл, ты ему койл. Он тебе койл, ты ему койл. Он тебе тычку, ты ему тычку. А пачку автотачишь. Пачку пушил, по вышке сразу работа. Но вот этого вот не хватало. Вот не хватало. Ярик артиллерия. Да по базе немножко, по базу забыл немножко. Кого мы выбираем, получается? Нигма Galaxy? Ну, мы с Нигмой, я так понял, да, будем играть, значит. Не хотим мы их Liquid. выбираем. Не хотим Liquid. Ну, наверное, все-таки чуть нежелательно. А чё так? А вот как-то исторически. Исторически. Какие выводы мы сделали, бро? Исходя из группы. Ну вот 3 давай основных. Ну что, пока что играть плюс-минус всеми ничью, более-менее нормально еще. Ну, из группы выходим. То есть оставляем стратегию. Друзья, на этом будем заканчивать. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся с вами завтра. Завтра у нас медиа-день. Послезавтра у нас уже матч первый, нижней сетки. Поэтому пока-пока.